Разрешите подать нашу руку. Братья при обращении. Да плевать я хотел на него, тихо, что дам ему в глаз, козлу. Он бизнес свой делает. Тихо. Тихо, ребята. Тихо. Я зачитываю обращение. Поскольку телевидение не дают, радио не дают. Тихо. Я зачитываю. Гражданам России. В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент страны. Какими бы причинами не оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. При всех трудностях и тяжелейших испытаниях, переживаемых народом, демократический процесс в стране приобретает все более глубокий размах, необратимый характер. Народы России становятся хозяевами своей судьбы. Существенно ограничены бесконтрольные права неконституционных органов, включая партийные. Руководство России заняло решительную позицию по союзному договору, стремясь к единству Советского Союза и единству России. Наша позиция по этому вопросу позволила существенно ускорить подготовку этого договора, согласовать его со всеми республиками и определить дату подписания с 20 августа. Завтрашнее подписание отменено. Такое развитие событий вызывало ослабление реакционных сил, толкало их на безответственные авантюристические попытки решения сложнейших политических и экономических проблем силовыми методами. Ранее уже предпринимались попытки осуществления переворота. Мы считали и считаем, что такие силовые методы неприемлемы. Они дискредитируют Союз перед всем миром, подрывая наш престиж в мировом сообществе, возвращает нас к эпохе холодной войны и изоляции Советского Союза от мирового сообщества. Все это заставляет нас объявить незаконным пришедший к власти так называемый комитет. Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета. Уверены, органы местной власти будут неукоснительно следовать конституционным законам и указам президента России. Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть страну к нормальному конституционному развитию. Безусловно, необходимо обеспечить возможность президенту страны Горбачеву выступить перед народом. Сегодня он блокирован в Фросе. Связь с ним в Фросе. Связь с ним мне не дают. Требуем немедленного созыва чрезвычайного съезда народных депутатов Союза. Мы абсолютно уверены, что наши соотечественники не дадут утвердиться произволу и беззаконию, потерявших всякий стыд и совесть путчистов. Их и не было. Обращаемся к военнослужащим с призывом проявить высокую гражданственность и не принимать участие в реакционном перевороте. До выполнения этих требований призываем к всеобщей бессрочной забастовке. Зеленоград уже встал, московские предприятия тоже, Урал. В общем, как только это обращение доходит до людей, там работа прекращается. Ну, кроме, конечно... А этих фашистов арестовывать! Назарбаев с вами! Я не дочитал. Не сомневаемся, что мировое сообщество даст
объективную оценку циничной попытки правого переворота. Президент России Ельцин, председатель Совмина России Силаев, исполняющий обязанности председателя Верховного Совета России Хасбулатов. 19 августа, 9 часов утра. Арестовывать их надо! 12-го объявили о приказе номер 1 комитета, который подтвердил циничность самого этого акта и в том числе этого приказа. Тех, кто не будет его выполнять распоряжение, вплоть до тех, кого избрал народ, намек понятен, интернировать. А их арестовывать надо! В связи с этим выходом этого приказа номер 1, через 20 минут я подписал указ. Первое. В связи с действиями группы лиц, объявивших себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению, постановляю: первое. Считать объявление комитета антиконституционным и квалифицировать действия его организаторов как государственный переворот, являющийся ничем иным, как государственным преступлением. Правильно! Второе. Все решения, принимаемые от имени так называемого комитета по чрезвычайному положению, считать незаконными и не имеющими силы на территории России. На территории Российской Федерации действует законно избранная власть в лице президента, Верховного Совета, председателя Совета Министра, всех государственных и местных органов власти и управления России. Сюда. Спасибо. Какие будете поддерживать? Давайте будем держаться твердо. Не пройдет реакция. Реакция не пройдет. Нет. Республики, Борис Николаевич! Республики как? Я связался с Украиной, с Кравчуком. Они решение такое принимают. С Назарбаевым они сейчас обсуждают тоже такое решение. Наш президиум Верховного Совета собирался, поддержал это обращение и осудил эту реакцию. Гражданская война! Я думаю, Какие республики не еще было поддерживают? танков, все-таки армия против народа не пойдет. Ожидайте гражданская слава! Гражданская война! Будет гражданская война! Спасибо. Дайте мне вопрос.